Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот красивые очередные слитки. Слитки сидят на ножке идеально, вяжутся очень просто, а выглядят очень миленько и симпатично. Данные слитки я вязала на размер ножки 37. Но так как это хорошо полотно тянется, они подойдут на размер от 36 до 38. Но вы будете рассчитывать эти слитки именно на свой размер ножки. Поэтому я сейчас вам объясню, давайте разберемся с принципом их вязания. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Витраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами 3,5 мм. Слитки состоят вот из такой заготовки. Для каждого размера ножки эта заготовка будет иметь свои размеры. Я в уголочке вставлю таблицу, где вы можете посмотреть для своего размера ножки, сколько будет сантиметров ваша стопа. Получается, для моего размера 37 соответствует длина стопы 23,5 сантиметра. Но так как вот наше полотно с одной стороны слитка идет и также со второй, я эти 23,5 сантиметра умножу на 2. И это у меня получается 47 сантиметров. Смотрите, но так как у нас вот это вот полотно идет, и такая имитация резиночки, я от 47 сантиметров отнимаю 20% на растяжение. И это у меня получается 37,6 сантиметра. Я округлю в большую сторону и буду вязать вот это вот полотно 38 сантиметров. Получается, по этой формуле вы рассчитываете данные сантиметры для своего размера ноги. И так же, как я, отнимаете 20%. И далее мы с вами начинаем вязать. Получается, ширина вот этой вот фиолетовой части должна быть стандартная. Она у меня 9 сантиметров. Я набирала на спице 3,5 19 петель. Вы смотрите по вашей плотности вязания. У вас это может быть либо больше, либо меньше петель. Главное, чтобы вот эти сантиметры сошлись. И далее с этого кончика начинаем вязать обычным ровным полотном вот эту вот всю полосу. Если я померю, вот мое полотно 38 сантиметров. Далее я закрыла эти петли, и далее по этому краю я на спицу набрала с помощью крючка петли. И далее я связала вот эту вот обвязочку. После того, как мы вывяжем с вами вот эту вот обвязочку, мы закрываем петли и сшиваем следок. В слитке получается 2 шва. Один идет по подъему, второй по подошве. По подошве шов совсем гладкий и никаких выступлений, ничего нету. Никакого дискомфорта вашей ножке этот шов не принесет. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы, крючок и приступаем к вязанию. На спице 3,5 мм я набираю 19 петель обычным способом набора с помощью длинного хвоста. Набираю на 2 спицы, чтобы край был эластичен. И далее приступаю к первому ряду. Кромочная петля снимается, и далее все петли мы вяжем лицевыми. Первый ряд у нас идет по изнаночной стороне. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Второй ряд у нас идет по лицевой стороне. И петли по лицевой стороне на протяжении всего вязания мы вяжем постоянно по рисунку. Если у нас идут сейчас изнаночные петли, значит мы их вяжем изнаночными. Первая кромочная петля снимается, и далее все петли я вяжу изнаночными. Как они у меня расположены, так я и вяжу. Последняя петля вяжется изнаночной, так как она у нас кромочная.
Далее у нас идет третий ряд по изнаночной стороне. И начиная с третьего ряда, во всех изнаночных рядах мы меняем направление петель. Получается, у меня сейчас должны идти петли лицевыми. Мы, получается, меняем эти петли с лицевых на изнаночные. Получается, первую кромочную я снимаю, и далее все петли я вяжу изнаночными. Итак, мы меняем направление петель в каждом изнаночном ряду. Вяжем за правую нижнюю стеночку в моем случае. Обязательно смотрите, чтобы петли не были перекручены. Далее идет четвертый ряд, и получается, так как это у нас лицевая сторона, мы вяжем все петли по рисунку. У нас идут петли лицевыми, значит, вот кромочную снимаем и далее вяжем по рисунку все петли лицевыми. Пятый ряд у нас идет по изнаночной стороне. И как мы помним, в каждом изнаночном ряду мы меняем направление петель. Получается, по рисунку у нас идут петли изнаночными, значит, мы их все меняем на лицевые петли. Первая кромочная петля снимается, и далее, получается, вяжем все петли лицевыми. Шестой ряд у нас, получается, идет лицевой, и значит в шестом ряду в лицевом мы вяжем все петли по рисунку. Как они идут у нас изнаночные, так мы их и вяжем. Кромочную снимаем, и далее все петли мы вяжем изнаночными. Кромочная петля, независимо от ряда, вяжется всегда изнаночной. Далее у меня идет изнаночная сторона, значит мы меняем направление петель. Так как у нас вот идут по рисунку лицевые петли, мы их меняем все на изнаночные. Первая кромочная петля снимается, и далее все петли вяжем изнаночными. Вот как вы можете заметить, у нас уже образуются вот такие вот дорожки. Как с одной стороны, так и со второй стороны. И далее таким же образом я буду вязать, получается, в каждом лицевом ряду я буду вязать петли по рисунку, в каждом изнаночном ряду я буду менять направление петель. Чтобы вам было проще ориентироваться, где лицевая, где изнаночная сторона, я предлагаю вам повесить либо маркер, либо ниточку контрастного цвета на изнаночную сторону. И получается, где нить будет висеть контрастного цвета, тогда нам нужно менять направление петель. Если получается у нас вот нет либо маркера, либо какой-либо нити, значит это лицевая сторона у нас идет. И поэтому вяжем все петли по рисунку. Смотрите, как вам удобнее. Либо можете ориентироваться маркером, либо вот наборным кончиком. Если вот с этой стороны лежит наборный кончик, значит это у нас изнаночная сторона. Если вот с этой стороны лежит наборный кончик, значит это лицевая наша сторона. Смотрите, кому как удобнее. Ну, наверное, проще вот повесить маркер. И далее я свое полотно буду вязать таким же образом. Буду вязать на высоту, которую я рассчитала в самом начале видео. Это у меня будет 38 сантиметров. Вы вяжете на то количество сантиметров, которые вы рассчитали в самом начале видео. Я вывязала основное полотно моего слитка. И это получилось у меня 38 сантиметров, как я и рассчитывала в самом начале видео для моего размера ножки. Ширина получилась 9 сантиметров. Вот таких вот дорожек ровно 37 штук у меня получилось. И далее по лицевой стороне я буду закрывать все петли. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом я буду закрывать полностью все петли, пока у нас на спице не останется вот такая одна открытая петля.
Закрываем не сильно туго, чтобы край был эластичен. Поэтому регулируйте натяжение нити. Вот я закрыла все мои петли, такая ровненькая косичка получилась. Петельку делаем побольше, и далее нам нужно обрезать нашу рабочую нить, чтобы сшить этой нитью один шов и всю подошву. И далее просто продеваем рабочую ниточку в эту петлю и просто ее затягиваем. Все, у нас с вами получилась вот такая полоска. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эту вот всю часть. Надо связать теперь вот эту вот желтую часть обвязки, сшить следок и бантик такой интересный сделать. Вы, если вам не нравится этот бантик, можете украсить чем угодно, можете вообще ничем не украшать. Поэтому я сейчас возьму ниточку желтого цвета, и по вот этому краю мы с вами сейчас наберем все петли. Получается, из каждой кромочной петли у нас получится одна поднятая петля. Берем крючок, и с помощью крючка мы будем сейчас поднимать все петли по краю. Так как у нас полотно длинное, я возьму этого же размера спицу на леске. Если, допустим, у вас нету спицы на леске, можно и воспользоваться чулочными, только не очень удобно будет ими здесь вот именно вязать. И далее получается, я ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли и подхватываю желтую ниточку. У меня вот поднялась одна петля на крючок. Далее ввожу крючок в следующую кромочную петлю за 2 дужки и поднимаю следующую петлю. У нас получилось из кромочной петли одна поднятая петля. Третью петлю ввожу крючок, подхватываю желтую ниточку, и получается третья петля. И таким образом мы с вами поднимаем все петли. Получается, из каждой кромочной петли у нас поднимается по одной петле. И таким образом поднимаем петли далее. В процессе поднятия петель сразу я буду переносить на мою спицу на леске эти петли. Переворачиваем заготовочку на изнаночную сторону и приступаем к вязанию второго ряда ниточкой желтого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Вот таким вот образом. Далее довязывайте ряд до конца. Далее в третьем ряду я буду убавлять петли, которые относятся к мыску. У меня сейчас на спице 75 петель. Я данные 75 петель поделю на 2 части, и это получается 37,5 петель. Получается, одна часть петель уходит у меня на середину, а вторая часть петель делится на 2 части. Но так как в середине должно быть четное количество петель, я отдам на серединку 36 петель, а все остальные петли уйдут по бокам. Получается, от 75 петель я отнимаю вот эти вот 36 петель, которые я отдала на середину. У меня получается 39 петель. У вас это может быть любое число, четное, нечетное, как у вас получается. Здесь ничего страшного. И получается, если я разделю мои 39 петель на 2 части, это получится 19,5 петель. Но пол петли я никуда не дену, поэтому я отдам на эту часть 19 петель, а на эту часть 20 петель. И теперь вот эти вот центральные 36 петель мы с вами будем убавлять. Вы рассчитываете количество петель по данной формуле на свой размер ножки. Получается, с этого края я провязываю вместе с кромочной 19 лицевых петель, как мы и рассчитали. Первая вот кромочная петля, и далее вторая, третья и так далее. Вяжем 19 петель.
19 петель я провязала, и далее идут 36 петель, это петли нашего мыска. Мы эти 36 петель вяжем по 2 петли вместе одной лицевой. Получается, вот первая и вторая петля вместе вяжутся, за верхние правые стеночки одной лицевой. Третья и четвертая петля, пятая и шестая петля. И так далее. Мы вяжем эти 36 петель по 2 вместе. Вот получается у нас из 36 петель получается осталось 18 петель. После этого я вязание переворачиваю и далее вяжем четвертый ряд. Первую петлю я снимаю, как кромочная, ниточку хорошенько подтягиваем. Вяжем именно эти петли мыска, 18 петель. Вот эта петля первая, вторая, третья, четвертая. И так мы, получается, вяжем 18 петель мыска лицевыми петлями. Я провязала 18 петель. Далее вязание переворачиваю. Первую петлю я снимаю. И далее вяжем, получается, вот эти вот 18 петель. Вот у меня идет 18 петля. Мы ее также провязываем лицевой. Вот здесь вот, чтобы никаких дырочек между петлями не образовывалось, я с протяжки подниму одну петлю на спицу и эти 2 петли провяжу одной лицевой. Ниточку рабочую хорошенько затягиваем. И далее все петли я вяжу лицевыми до самого конца. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Первую петлю кромочную я снимаю и далее вяжу все петли лицевыми. Получается, вяжем боковые 20 петель и 18 петель мыска. Одну вот последнюю петлю мыска провязываем лицевой. Далее поднимаем из протяжки вот такую петельку, набрасываем на спицу и провязываем эти 2 петли лицевыми. Хорошенько рабочую ниточку затягиваем. Благодаря этому у нас не будет образовываться дырочек в этом месте. И далее обратно продолжаю вязать все петли лицевыми до конца ряда. Последняя петля вяжется изнаночной, так как она кромочная. Получается, у нас осталось 19 петель, это боковые петли. Серединка состоит из 18 петель, и эта боковая часть состоит из 20 петель. Далее мы с середины в каждую сторону отдаем по 5 петель. Получается, здесь будет 24 петли, это 19 плюс 5. И с этой стороны получится 25 петель, это 20 плюс 5. А соответственно с середины мы отнимаем 10 петель, которые мы отдали на 2 части. 18 минус 10 это получается 8 петель. И эти 8 петель мы сейчас также будем провязывать по 2 вместе. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжем петли лицевыми. Если вместе с кромочной, нам нужно провязать 24 петли. После того, как мы с вами 24 петли провязали вместе с кромочной, мы начинаем вязать 8 петель по 2 вместе. Получается, первую и вторую петлю мы вместе вяжем, третью и четвертую петлю вместе, пятую и шестую петлю вместе, и седьмую и восьмую петлю. И у нас здесь должно сейчас остаться 25 петель. Получается, вяжем 10 петель лицевыми. У нас сейчас здесь на спице осталось 15 петель. Переворачиваем вязание. И следующий ряд мы будем также вязать укороченный. Первую петлю я снимаю и далее вяжу все петли лицевыми, пока у нас здесь вот в самом конце на спице не останется также 15 петель.
Я провязала до тех пор, пока у меня вот на моей левой спице не получилось 15 петель. Далее я вязание переворачиваю и вяжем следующий ряд. Первую петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли мы вяжем лицевыми. Получается, вяжем лицевыми петлями, пока обратно не останется 15 петель на этой спице, на левой. Я провязала все петли лицевыми, у меня сейчас здесь вот на спице 15 петель. Чтобы здесь вот дырочки между рядами не образовывалось, я из протяжки поднимаю петлю и набрасываю на спицу. И теперь вот эти вот 2 петли я провязываю одной лицевой. Хорошенько ниточку подтягиваем, чтобы не было никаких дырок. И далее продолжаю вязать все петли лицевыми, последняя петля кромочная. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем последний ряд обвязки. Первую кромочную петлю снимаю и далее вяжу все петли лицевыми до тех пор, пока у меня здесь в конце на левой спице не останется также 15 петель. У меня здесь на спице осталось 15 петель, и также я поднимаю одну вот петлю с протяжки, набрасываю на левую спицу и провязываю петлю вместе с этой поднятой одной лицевой. И далее продолжаю вязать все петли лицевыми. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Мы с вами вывязали всю обвязку. Теперь нам осталось только закрыть эти все петли. Закрываем таким же образом, как мы закрывали ранее. Первую петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Одну петлю провязываю лицевой, теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Одну петлю провязываю лицевой, теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом вы закрываете все оставшиеся петли. Только смотрите, чтобы ваш край этот не получился сильно перетянут. Контролируйте натяжение нити. Встретимся, когда закроем все петли. Я, получается, закрыла все петли. Вот такой вот ровненький край косичкой у меня получился. Осталась одна петля на спице. Я рабочую ниточку обрезаю немножко больше, чтобы сшить буквально вот этот вот шовчик. Продеваю нить в эту петлю и затягиваю ее. Вот у меня сейчас такая вот на данный момент заготовочка. С изнаночной стороны это выглядит вот таким вот образом. Кончики все прячем по изнаночной стороне самостоятельно. После того, как мы с вами закрыли эти петли, сейчас мы сошьем вот этот вот шов. Сначала вдеваем в иголочку ниточку желтого цвета, которую мы с вами оставляли на сшитие шва. Складываем нашу заготовочку пополам и теперь будем сшивать вот именно эту вот желтую часть. Сразу я ввожу иголочку за 2 дужки кромочной петли и просто 2 стороны между собой соединю. И далее я буду сшивать вот эти вот, получается, у меня 3 платочные дорожки. Ввожу иголочку сначала вот эти петли, когда мы с вами закрывали петли с одной стороны и также с другой стороны за 2 дужки кромочной петли. Далее ввожу иголочку в дужку от платочной дорожки. Она находится сразу за кромочной косичкой с одной стороны. Здесь также ищу вот первая, вторая, третья платочная дорожка. Ввожу иголочку за дужку от платочной дорожки снизу вверх и соединяю эти 2 части. Ввожу иголочку во вторую платочную дорожку за дужку, которая находится сразу за кромочной косичкой. И также со второй стороны во вторую платочную дорожку. Осталась вот первая платочная дорожка, дужка, которая находится сразу за кромочной косичкой. И с другой стороны.
Мы с вами сшили вот этот шов желтой ниточкой. Еще пару стежков здесь я сделаю. Хорошо ниточку разровняем, чтобы ничего не стягивало. Вывожу ее на изнаночную сторону. И далее просто будем закреплять эту ниточку по изнаночной стороне и обрежем самостоятельно. Далее мы берем ниточку фиолетового цвета, которую мы оставляли также для закрытия. Я уже вдела иголочку, фиолетовую нить, и будем сшивать далее вот этот вот шов. Получается, мы будем сшивать не за кромочные петли, а сразу за кромочной петлей идут вот внутренние петли, которые находятся между кромочной косичкой и вот этой вот платочной дорожкой. С этой стороны также вот эти вот внутренние петли, которые находятся между кромочной косичкой и вот этой вот дорожкой. Получается вот это вот с одной стороны. Иголочку вводим снизу вверх. С другой стороны, с одной стороны и также с другой стороны. И таким образом мы будем сшивать полностью этот шов. Ориентируйтесь не на кромочные косички, а чтобы просто и шел шов равномерно и сшивался также равномерно. Далее вот так вот его подтянете, чтобы ничего не стягивало наш следок. Вот получается, я сшила этот вот шовчик. Совсем получается незаметный. Теперь будем сшивать подошву. Подошву я сшиваю немножко по-другому. Для того, чтобы шов и шел гладкий. И ножке ничего не мешало. Именно этот шов я буду сшивать за кромочные петли. Получается, ввожу иголочку, за кромочную петлю иголку ввожу снизу вверх, с изнанки на лицо. С одной стороны и также со второй стороны, с изнанки на лицо. В следующую кромочную дужку с изнанки на лицо. С одной стороны и таким же образом с другой стороны. С одной стороны и таким же образом вот в кромочную петлю ввожу иголочку снизу вверх. С другой стороны, в следующую кромочную петлю с одной стороны и также со второй стороны ввожу иголочку снизу вверх, с изнанки на лицо. И таким образом мы сшиваем вот этот вот весь шовчик до тех пор, пока у нас здесь примерно не останется петель 6. С одной стороны 3 петли, со второй стороны 3 петли. Потом мы их просто стянем вместе, чтобы уголочек не получился острый, а был аккуратненький и красивый. Получается, сшиваете, далее встретимся, когда останется 6 петель для сшития. Я сшила мою подошву, у меня здесь вот осталось примерно петель 6. Далее я продеваю иголочку сквозь все кромочные петли. Далее вывожу иголочку на изнаночную сторону и просто ниточку затягиваю, чтобы край наш стянулся. Но смотрите аккуратно, чтобы вот подошва ваша не стянулась и была эластична. Вот такой вот носик получился. И шов такой вот по подошве. Так он выглядит с лицевой стороны. Вот таким вот образом выглядит с изнанки. Никаких выступлений, ничего нету. И вот такие вот красивые следки у нас с вами получились. Далее можете украсить бантиком, можете оставить без украшения. Можете какую-нибудь брошку сюда сделать. Далее я вам схематически расскажу, как я вязала вот этот бантик. Смотрите, в длину этот бантик у меня 18 сантиметров. Я набрала на спицу 3,5 мм 36 петель. И с моей плотностью вязания это получилось вот как раз таки длина 18 сантиметров. Вы регулируете под свою плотность. Главное, чтобы получилось вот эти вот 18 сантиметров. И вязала вот поворотными рядами на высоту 4 сантиметра. Далее закрываю край. Закрываем таким же образом, как мы закрывали края в следке.
Оставляем ниточку немножко побольше. Далее сшиваем вот этот вот шовчик между собой. Вводим иголочку в кромочную дужку с изнанки на лицо. Вытягиваем нить с этой стороны. Также вводим иголочку в кромочную петлю с изнанки на лицо. И вот таким вот образом сшиваем эту часть. Получается, шовчик мы с вами сшили, располагаем его посерединке нашего полотна. И это у нас будет изнаночная сторона. Лицевая сторона, та, которая без шва. И теперь вот этой вот ниточкой складываем вот так вот в виде бантика нашу заготовочку. И теперь иголочкой можете сначала прошить эту заготовочку, чтобы она как-то и держала свою форму. А далее просто вот так вот обматываем. Мотаем столько веревочки, сколько вам нравится. Далее я сюда еще вот пришила вот такую вот бусинку. Вы делаете так, как вам нравится. Затем можете спрятать эту вот ниточку сначала под эти витки, а потом выводите эту нить между бантиками. На данный момент уже можно обрезать нить, расслоить и просто вот завязать в узелочек. И вот такой вот красивый бантик у вас получится. Если вам понравился данный мастер-класс по таким вот красивым следкам, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить никакие новые видео на моем канале. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.